Большой юбилей в отношениях России и Европы. Ровно 50 лет российский газ по этим трубам поступает сюда, в австрийский Баумгартен и далее еще в 6 стран. Все эти годы бесперебойное, надежное снабжение, несмотря на любые политические и экономические потрясения. 45 миллиардов кубометров газа в Европу ежегодно прокачивается через этот хаб. О сотрудничестве России и Австрии речь пойдет сегодня, во время визита Владимира Путина. Накануне вечером в эфире главного телеканала Австрии вышло интервью с российским президентом. Австрийский журналист явно решил построить разговор, озвучивая все слухи, какие он только слышал о России и Европе. Многие наблюдатели полагают, что российское руководство через партию «Единая Россия» хотело бы поддерживать связи с националистическими партиями, поскольку хочет разделить Европейский Союз. Вам лучше спросить об этом, конечно, председателя правительства России, господина Медведева. Он является лидером партии. Но я могу с большой долей уверенности предположить следующее. У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе. 40% наших золотовалютных резервов хранятся в евро. Нам зачем раскачивать это все, в том числе и единую европейскую валюту, как производная от раскачки самого Евросоюза? Я хочу, чтобы и в Австрии, и в других странах Евросоюза выбросили эту мысль из головы. Но выбрасывать из головы журналист Армин Вольф явно ничего не собирался. И в безапелляционной манере не просто задавал вопросы, а фактически выступал с заявлениями, нередко перебивая Путина, к примеру, про сбитый малазийский Боинг. Разве не стоит признать, что эта ракета действительно российского происхождения, что Россия поддерживала вооружениями повстанцев на востоке Украины? Значит, если вы наберетесь терпения и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу. Хорошо? Dankeschön. Ну так вот, с обеих сторон используется оружие российского производства. И на вооружении российской армии стоят точно такие же системы, о которых говорят эксперты. Вот точно такие же. Произведенные наверняка тоже в бывшем Советском Союзе либо в России. Нас никто в этой комиссии слушать не хочет. Наоборот, украинская сторона, которая является заинтересованной в результатах этого расследования, допущена к этому расследованию. А она несет уж как минимум ответственность за то, что в нарушение международных правил ИКАО не запретила пролет воздушных гражданских судов в зоне конфликта. В своих вопросах журналист называл референдум в Крыму несоответствующим Конституции Украины, но почему-то резко перестал давать оценки, когда Путин напомнил ему про Киевский Майдан. Это конституционный вооруженный переворот и захват власти, да или нет? Вы можете мне сказать? Я не эксперт по украинской конституции. Вы уклоняете. Здесь не нужно быть специалистом по Украине. Здесь нужно быть просто специалистом по праву, по конституционному праву любой страны. Не, секундочку. Что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине? Нет таких условий и быть не может. Путин подчеркнул, что референдум в Крыму был назначен Верховным Советом, который формировался еще по украинским законам, а российские военные, которые на полуострове находились всегда, обеспечили порядок. Там были наши вооруженные силы. Дайте мне сказать, в конце концов. Мне настолько не хочется вас перебивать, но речь идет о бойцах в униформе без опознавательных знаков. Я сейчас и скажу об этом. Наберитесь терпения. У нас так мало времени, но так много вопросов. Nein, wir haben genug. Значит, смотрите. Ну так вот, наши военнослужащие всегда там находились. Но когда спираль антиконституционных действий на Украине начала закручиваться, наши вооруженные силы что сделали? Они обеспечили проведение независимых, свободных выборов. Но аннексия Крыма – это первый случай, когда страна в Европе аннексировала часть другой страны против ее воли. Вы знаете, если вам не нравятся мои ответы, то вы тогда не задавайте вопросов. Тогда на аннексии надо назвать и самоопределение Косово. Почему же вы не называете аннексией самоопределение Косово после вторжения туда войск НАТО?
Вы же так не говорите. Такие же двойные стандарты дал понять российский президент, присущий западной прессе и политике, и по поводу ситуации в Сирии. Никакого желания разбираться и искать правду, что еще раз подтвердила недавняя история с якобы химической атакой. Мы нашли детей, их родителей, которых поливали водой, и которые говорили, что мы не понимали, что происходит. Мы их привезли в Гаагу, чтобы показать. Никто их не хочет слушать. А после этого вы мне говорите, все признают применение химического оружия. Не все. Мы считаем, что это фейковые новости и использовались как предлог для нанесения ударов. А нанесение ударов это нарушает международное право. Это агрессия в отношении суверенного государства. Кто разрешил наносить удар по территории суверенного государства? Совет Безопасности ООН? Нет. Значит, это что такое? Агрессия. Но агрессивные во многих европейских столицах и в Вашингтоне продолжают называть Россию, а некие российские хакеры, судя по заявлениям западных политиков, определяют на планете вообще чуть ли не все ключевые события. Эти так называемые фабрики троллей принадлежат Евгению Пригожину, которого вы очень хорошо знаете. Его называют поваром Путина. Вы сейчас сказали о том, что господина Пригожина называют поваром Путина. Он действительно ресторатор в Петербурге. Ну и теперь я хочу вас спросить. Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие-то хакерские возможности, имея какую-то частную фирму в этой сфере, я даже не знаю, чем он там занимается, что он действительно с этих позиций может повлиять на выборы в Соединенных Штатах или в какой-то европейской стране, как же низко пало вот все, что происходит в информационной и политической сфере в странах Объединенного Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой-то из европейских стран, либо в Соединенных Штатах. Это не смешно? Собственно, ситуация в самой России австрийского интервьюера интересовала мало. А когда интересовала, то, исходя из контекста разговора, формулировки были предсказуемыми. Некоторые говорят, что вы якобы здесь царь. Верно ли это? Нет, неверно. Это, конечно, неверно. И не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы живем все в рамках действующей Конституции. После окончания президентского срока вы уйдете из политики или все-таки вы продолжите быть во власти и станете премьер-министром? А как бы вам хотелось? Мой президентский срок только что начался. Это только в начале пути. Давайте не будем забегать вперед. Я никогда не нарушал Конституции своей страны и не собираюсь этого делать. Тогда у меня последний вопрос. Есть много ваших фотографий в полуголом виде. Для главы государства действительно довольно необычно. Вы сказали в полуголом, слава богу, не в голом. А если я отдыхаю, то я не считаю необходимым прятаться за кустами. И ничего в этом плохого не вижу. Такой настрой конкретного австрийского журналиста, впрочем, вряд ли характеризует настрой самой Австрии. Высшее